Где-то здесь проходит речка. А вон там уже виднеется озеро. Сейчас дойдем до озера и пойдем по речке. Вот я добрался до озера. А вот там вот исток реки. Сейчас чуть-чуть пройду по берегу и найдем его. Настоящие джунгли. Благо тут кто-то уже протоптал дорожку. О, цивилизация. Вот и исток реки. Держится крепко. Вот здесь река выходит из озера. И там дальше были плотины. Там живут бобры. Теперь нам в ту сторону. Вон там какая-то жизнь. Кто там, рыба, лягушка или еще кто. Вода стоит. Не течет здесь. Вот в ту сторону озера. Вот виднеется. А нам туда. Первая проблема. Вот там озеро. Туда я иду. Там вон жизнь какая-то. А тут что-то у меня вот посреди дороги моей Т-образный перекресток, который надо как-то перейти, не утонув. Блин, тут глубоко. Ух ты. Вроде всего-то пару метров. Проблемы. Ах ты, ё-моё! Все, я через глубину переступил. Теперь главное туда выйти. И назад не свалиться. Благо лопата есть. Без лопаты я бы здесь утонул. Что тут за заводь такая? Но нам надо туда, наверное. Движение воды еле-еле. Где-то ведь должна быть причина этому. Почему вода тут еле идет? Вот если присмотреться, видно вот как листик вот плывет. Тут вон ряска какая-то наросла уже. Плотина, может быть, где-то здесь стоит тоже небольшая. Вы видели такое, чтобы змея лежала на траве? Как я ее заметил еще. Здоровая такая. Что это, уж, не уж? Или это гадюка? Ну, скорее гадюка. Что тут ужу делать? Короче, ну нахер этого зверя. Надо его шугануть. Мне мимо надо пройти. А не, уж, вон два пятна. Уж, как ты сюда забрался, а? Ужас.
Наконец-то я выбрался из этого болота на нормальную землю, где можно стоять, а не где каждый шаг и возможность провалиться. Пока никаких плотин, ничего. Вода стоит ровно. Видимо, здесь уровень одинаковый. Идем дальше, смотрим, что будет дальше. Это относительно свежие улики. Еще довольно-таки крепкая. Вот здесь вот видно, вот они ветки тащат, видимо. Вот они обгрызают их. Вот они, следы. Здесь они, видимо, выходят и начинают эти ветки тащить. Похоже, здесь они плавают. А здесь вон такая болотина, они, может, здесь и живут где-то вон туда дальше. Здесь вон какой ужас, туда не пройти, не проехать. Не уверен, что там кто-то даже ходил когда-то. Но есть охотники только за бобрами. А вот и первая мини-плотина. Ну, эффективность у нее никакая. Тут вода вокруг ходит. А вот следующая. Сразу же. О как. Одна, вторая. Я чувствую, тут их много таких. Но через нее вода течет, но она тут явно не нужна. И свежая, похоже, вот с листьями еще он накидано. Плотина раз, плотина два. Это самые две первые маленькие, но самые первые плотины, которые держат уровень в озере. По сути, то есть и перекрывают всю реку. Вот только остатки, которые протекают мимо них, вот через болото вот это вот просачиваются, вот эта вода там и скапливается, течет. То есть не чистая проточная вода, а грязная, болотная. Вот это первая плотина. Я ее до конца не разобрал, но разобрал до такой степени, что как бы вода через нее уже течет без заторов каких-либо. То есть здесь обычное течение реки получилось. Как здесь она течет, так и вот здесь через это узкое место. Если оно будет уже, она размоет себе там днище. Ничего страшного. А вот следующая, вторая плотина. Вот ее надо еще чуть-чуть расширить, потому что такое ощущение, что там сужение потока. Бобры две штуки сделали прям рядом. Вот это старая плотина, а то они только начали возводить. Вот движение хоть какое-то пошло по реке. Река, он идет через болото. Не знаю, там дальше плотина есть, нет еще. Ну как бы с чего тут болото такое образовалось? Стоял ведь лес, лес засох. Значит, раньше здесь было сухо, только вот река текла, а сейчас, видимо, что-то заболотилось. Вот мне надо вот туда, вот через это все болотино пробраться. Микроплотина, которая, по-моему, толку нет никакого. Тут бобры немножко лоханулись. Что она есть, что ее нет. Никакого толку нету. Ничего она не держит. Здесь болото, здесь вокруг все обтекает.
Речка выглядит как после войны, как будто здесь бомбили. Весь лес лежит, а какой не лежит сухой и скоро упадет также. Шрек, выходи. Вот это болото. Но чуть-чуть вот видно, что вода чуть-чуть движется. По-моему, вот там дальше будет та плотина, которую я разбирал. Которая самая основная. Надо посмотреть ее сейчас. Потому что видно, здесь вода выше была. Сейчас она ушла немного. Надо посмотреть, что там. Но здесь болото, здесь плотин не должно быть. Надо вот это обойти все по суше вокруг. Вот хатка бобра. Или, если можно так сказать, хатка. Это берлога целая. Вот тут лаз, видимо. Когда вода стояла, вон она, дыра. Тут они, видимо, залазили из-под воды. Вот такая гора мусора. Походу это поместье бобровое. А вот там дальше плотина. Тут плотины нету. Тут все ровненько. А вот дальше плотина. Сейчас мы ее проверим. А вот бобер трудится. Свеженькая. Прошло 2 дня, как я разрушил эту плотину. По какой-то причине они ее не восстанавливали. И вот как упала вода здесь, в этом болоте. А вот здесь очень интересное что-то. Это, похоже, лаз бобровый. То есть они, получается, прям живут около самой плотины. Интересно, я с той стороны не ходил, надо посмотреть, что там такое. А вот дальше как выглядит все это. Все пересохло. Ну, какая-то рыба плещется. Интересно, интересно.
ветра нету, она по прямой горит. Там слева все куча. Тут я брезент накидал, более-менее сухих. И вот вроде более-менее разгорелись.